Ребята, сегодня, как всегда, интересное видео для умных и практичных. Я недавно увидел в интернете полезность и решил попробовать ее сделать. И, конечно же, поделиться с вами. Все необходимое взял в обычном хозяйственном и строительном магазинах. Наверное, это не все сегодня понадобится, а может и уложусь. Не хочу растягивать видео. Здравствуйте, друзья. Привет-привет. Сейчас в магазинах все дорожает, а бюджет-то не резиновый. Короче говоря, начнем. Хочу сделать крутую термостойкую краску классных сочных цветов своими руками и в домашних условиях. Вот что у меня есть. Бронзовая пудра. Пакет 100 грамм. Хоть вес и небольшой, но ее там достаточно много. Вскрываю пакет и очень аккуратно отмеряю для испытаний, чтобы не пылить ей. Ее собрат – пудра медная. Тоже пакет 100 грамм. И ее там почти такое же количество, сколько и бронзовой. Если просыпать такую пудру, то убрать ее достаточно сложно. Она очень мелкодисперсная и мажет все, на что попадает. Следующая пудра алюминиевая, такого же веса, но уже в удобной герметичной банке. Она настолько измельчена, что может даже летать в воздухе, как пыль. Главное – быть очень аккуратным при пересыпке. Последним испытуемым будет обычная сажа. Посмотрите, как красиво это все выглядит. Просто завораживает цветами, правда? Я взял всего побольше, чтобы цвета были красочные, сочные. Это же ведь логично, правда? Растворы буду мешать в обычных пластиковых стаканчиках, дешево и сердито. Основой будет силикат натрия, оно же жидкое стекло. Жидкое стекло – это водный щелочной раствор силикатов натрия или силикатов калия. У него есть куча применений и очень много полезных свойств. От гидроизоляционных свойств и огнестойкости до защиты металлов от коррозии и применений в творчестве и декоре. Да, можно использовать как хороший клей. Кстати, разбавитель у жидкого стекла – обычная вода, и раствор совсем не пахнет. Вообще составы термоустойчивых растворов могут быть разные, исходя из эксплуатационных условий окрашенных поверхностей и условий их эксплуатации они различны. То есть основной состав зависит от высоты тех температур, которым будут подвергаться материалы. Состав красок. Основа. Акриловые и алкидные смолы. Эксплуатационный температурный максимум до плюс 100 градусов Цельсия. Применяется для металлических конструкций бытового использования. Эпоксидные смолы. Температурный максимум до плюс 200 градусов Цельсия. Этилсиликатные и эпоксиэфирные смолы. Эмаль с такой основой используется при температурных режимах до плюс 400 градусов. Допускается примесь металлической пудры. Силиконовые смолы. Термостойкость краски до плюс 650 градусов. Составы с композитами и жаропрочным стеклом, вплоть до 1000 градусов Цельсия нагрева. Друзья, отвлеку вас буквально на минутку. Ребята, вокруг санкций и блокировки, но возможности для заработка и сохранения своих средств остались. Интересный вариант – инвестиции Samarkets. Это международный онлайн-брокер, 15 лет работы на финансовом рынке, а главное – не подпадает под ограничения. А Markets, с одной стороны, позволяет зарабатывать в валюте и выводить прибыль по рыночному курсу на рублевые счета. С другой стороны, счета легко пополнять с российских карт. Здесь вам доступны как трейдинг, подходящий для активных трейдеров, так и копи-трейдинг, подходящий для пассивного заработка. Помимо этого, более 500 торговых инструментов, в том числе топовые криптовалюты, торговля доллар-рубль, евро-рубль без комиссии, инвестирование в акции без ограничений, мгновенное пополнение счета без комиссии и качественное мобильное приложение. Также есть кэшбэк-программа, в рамках которой трейдеру со сделок возвращаются до $17. Из бонусов в качестве нового клиента вам доступно удвоение стартового депозита, крутая кэшбэк-программа и возможность тренироваться на демо-счете, а впоследствии вывести средства с него на реальный счет. Ссылочку на онлайн-брокера оставлю в описании. Продолжим. Испытывать буду на листе тонкого металла толщиной не более 0,5 мм, а может и того еще меньше. Каждую получившуюся краску нанесу отдельным участком и буду прогревать. Посмотрим, что с ней будет. Наглядно увидим, что станет с краской и какой состав себя как поведет. Я хотел попробовать еще сделать несколько наполнителей, но, к сожалению, не нашел, где их взять. Графит, эбонит и тому подобное. Если все получится, можно будет и другие составы попробовать. Первым наношу сажу. И сразу видно, что состав плохо наносится. Он как бы не прилипает к поверхности.
а сама краска будто сворачивается. Зато цвет глубокий и очень черный. Буду красить в 2 слоя. Следующим будет алюминий. Цвет светло-серый и очень мягкий на взгляд. Наносится великолепно. Отличная адгезия к поверхности и хорошая укрывистость. Я немного плохо размешал, но это ничего страшного. Надо было, конечно, потщательней. Медный состав наносится уже не так хорошо, но все же лучше, чем сажа. У краски плохая адгезия с металлом. Думаю, что с наполнителем я мог и немножко переборщить. Она, по ощущениям, ну уж слишком густая. Последняя, бронзовая, цвет просто шикарный. Наносится, как и алюминиевая, мягко и плавно. Такая же хорошая адгезия и укрывистость. Она как будто сама липнет к поверхности. Даже наносить приятно. Я достаточно часто использую в проектах термостойкие краски. Уже перепробовал целую кучу различных и остановился на Vixen в баллончиках. В основном я пользуюсь черной матовой. Она до 1000 градусов Цельсия. И, кстати, только у этого производителя я нашел именно термостойкие краски других разных цветов. И у каждого цвета свой предел по температуре. Как я понимаю, это зависит от наполнителя, образующего цвет. Например, сделать золотой мангал. Как вам идейка, а? Так, все подсохло достаточно быстро и вообще без запаха, что имеет очень большой плюс. На улице все подготовил и собрал мангал. Лучший способ испытать, конечно, это использовать по назначению. Есть теория, что жидкость для розжига мангалов не стоит применять. Не знаю почему, но с ней разжигать намного легче. Испытания проходят просто отлично. Итак, вердикт. Черная плохо держится, как и ожидалось. Шелушится и отваливается от механических нагрузок. Серая держится просто отлично. Не меняет свой цвет, не царапается, выглядит достойно. Медная, хоть и не отваливается, но видно, что в некоторых местах отслаивается от металла и меняет свой цвет. А бронза просто топчик. Превосходно держится, цвет шикарный, не пузырится и не отваливается. Золотой мангал, жди меня. Ребята, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Не забудьте, все полезные ссылки оставлю под видео. Спасибо большое, что делитесь моими видео у себя в соцсетях. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи на канале, друзья. А мы пошли продолжать испытания.